стараюсь доказать, что не нужно владеть не то что айфоном, но вообще никакими технологическими средствами для того, чтобы с помощью произведения искусства совершить путешествие в какие-то миры, где реальные живые вещи происходят, и не только с персонажами, которые начинают говорить, но и конкретно со зрителями. Вопрос «вот ты где?» звучит сегодня постоянно, благодаря той повышенной коммуникативной мобильности современного человека. И когда вот мы отвечаем дома, на работе, в Красноярске, на острове отдыха, отвечаем ли мы на самом деле вот на этот вопрос? Однажды вот один из героев драмы Жан-Батиста Мольера воскликнул: какое все-таки невероятное чудо человек. Вот я стою здесь и думаю о 1000 вещей одновременно. Ну и надо полагать, каждый из нас может подтвердить, что он тоже такое знатное чудо и тоже сейчас думает о 1000 вещей одновременно. Наши мысли, наши воспоминания, чувства, эмоции, жизнь сознательного, бессознательного постоянно дают новые, дополнительные измерения того пространства, в котором мы существуем. И в результате вот материальные пространственные определения оказываются неинформативными. Вот что может дать нам ответ? Вот мы находимся в зале. Это определение, оно просто бессильно раскрыть созданное здесь, сейчас пространство диалога, обмена мыслями, идеями, достойными распространения. И понятие пространства, на самом деле, если вы откроете словарь и посмотрите, то оно используется не только как инструмент для определения характеристики материального мира, а еще оно наделено вот таким качеством неизмеримость. С помощью пространства определяется принципиальная неизмеримость, неохватность, пространность бытия. И там для примеров вот этой вот неохватности обычно используется там небесное пространство, воздушное пространство. Ну а некоторые языковые системы, как вы знаете, они отождествляют вообще понятие пространства и космос даже. И вот эта принципиальная неизмеримость, она свойственна не только пустыне, небу или воздуху, но и человеку, и даже в гораздо большей степени. Пространственные измерения человека с необходимостью должны синтезировать его особенности физической природы и нефизической природы, потому что человек не сводится к физической сущности. Ориентация в пространстве отдельной человеческой личности предполагает создание такой особенной навигационной карты, на которой будут указаны способы и методы перехода вот из этой чувственной реальности наших тел в пространство, допустим, наших мыслей или воспоминаний, или можно еще сказать жизни нашей души. И физическое, и метафизическое пространство – это все среда обитания человека. И мы здесь, и мы в своих мыслях, и мы в своих воспоминаниях одновременно. И вот эта многоуровневость пространства человеческого бытия, она факт. И кто же строит вот эти навигационные карты путешествий в мир человеческой души? На самом деле, остается ли человек один на один с необходимостью прокладывать вот эти вот дороги между двумя пространствами своего обитания? Сегодня все большую популярность приобретает понятие «виртуальная реальность». И популяризация этого понятия, различных форм его воплощения, является дополнительным свидетельством того, вот как сильна жажда человека преодолевать границы физического мира, выпадать из объективной реальности. Какие ключи вот к дверям такого виртуального мира, к этому входу в пространство физической неопределенности вообще выработало человечество? Мое личное глубочайшее убеждение состоит в том, что одним из самых действенных таких навигаторов в виртуальный мир человеческого нефизического существования является искусство, и сегодня я постараюсь показать вам, какие пространственные ориентиры может проложить одно конкретное произведение изобразительного искусства. Вот эту картину называют одной из самых таинственных
в истории мирового искусства. Почему? Это не только потому, что исследователи никак не могут ответить себе на вопрос, что здесь происходит, в чем смысл этого произведения. А дело просто в том, что вообще шаткая грань иллюзии и реальности, явление скрытых сущностей, лежит в основе той модели мира, которая здесь представлена. А что мы, собственно, видим здесь? В мастерской художника во время его работы присутствуют члены королевской семьи. И главное – инфанта Маргарита, 5-летняя девочка, окруженная особым вниманием, заботой и почтением со стороны ее фрейлин, по-испански, что значит «менины». А также другие представители королевского двора оказывают ей вот такое высочайшее почтение, вплоть до коленопреклонения. Что же остается необъяснимым? Существует масса интерпретаций этого произведения, и, что интересно, большинство этих интерпретаций, они связаны вот не с самой картиной, а лишь с ее сюжетом. Что происходит в этой комнате? Вот на какой вопрос ищут в основном ответы исследователи, а не что происходит в художественном пространстве. И действительно, если вот вы захотите, то вы можете найти массу книг, которые подробно объясняют, как конкретно звали прототипов всех персонажей, всех героев, которые изображены здесь, почему якобы вот появляется в дверях персонаж на дальнем плане, что он делает, якобы он является камердинером королевы, он всегда открывает дверь, когда она желает выйти из комнаты, и что здесь на самом деле присутствует король и королева. Вы их совершенно не видите сейчас, но якобы именно их пишет художник, и отражение их фигур мы можем видеть в зеркале на дальнем плане. О чем самое главное забывают все вот те исследователи, отрывок из каких-то вот находок, которых я сейчас привела. Потому что здесь не только нету ни короля, ни королевы, но нету ни зеркала, нету ни двери, ни человека в дверях, а есть только сгустки краски на холсте. Все это фикция. Фикция, которая собирается в пространстве исключительно благодаря содействию зрителя. Без зрителя художественного пространства вообще не существует. И вот этот момент начала конструирования художественного пространства посредством зрительского восприятия – это тот старт, который мы должны учитывать, вообще раскрывая особенности того, что же здесь изображено. Вообще, если говорить о пространстве, то, пожалуй, нету более двух несхожих друг с другом пространств, как действительное и художественное. Потому что действительное проявляет только видимые вещи, а художественное пространство проявляет только невидимые вещи. И художественное пространство не просто не сводится к комнате. Вот во дворце Алькасар, мастерская Веласкеса существовала, это как бы комната там, так сказать, существует. Так вот, художественное пространство не только не сводится к этому понятию мастерская во дворце, но оно вообще не тождественно и выводит нас в совершенно другие сферы. Сейчас мы попробуем с вами определить некоторые. Я еще раз повторяю, не случайно картина названа одной из наиболее загадочных в истории мирового искусства, поэтому мы с вами раскроем некоторые уровни. Итак, вот я обращаю ваше внимание на вот этого героя, о котором уже говорила, на дальнем плане. Комната раскрывается, это полумрачная комната, все пространство, как вы видите, в основном, это гигантские размеры, вы могли их видеть, оно практически в большей части темное пространство. И вот свет, поток света мы видим льется с дальнего плана, открывается и ведет лестница наверх. Я хочу обратить ваше внимание, что это вот единственная собственная лестница изображена, но вообще по лестничной конструкции организовано большинство элементов. Посмотрите, например, на холст художника, он тоже представляет собой своеобразную лестницу с перекладинами. Или, например, сама эта открывающаяся дверь на дальнем плане, это тоже лестница. И вот смотрите, значит, здесь вот в глубину, вот по этому световому потоку пространство, оно затягивает взгляд зрителя, и пространство раскрывается вглубь, затягивает по особенно искаженной там перспективе зрительский взгляд стремительно вдаль.
Теперь вот я обращаю ваше внимание на тот элемент, о котором косвенно уже говорила, отражение королевской четы в зеркале. На стене висит среди картин зеркало, и там мы видим, вот вы сейчас видите этот приближенный фрагмент, значит, Филипп IV и его супруга, родители инфанты Маргариты, их отражение в зеркале. И таким образом, вот где присутствуют они? Если это зеркало, значит, они присутствуют в пространстве зрителя, это их портрет пишет художник, они присутствуют в нашем пространстве. Вот эта завязка выхода пространства вновь из рамок комнаты во дворце в виде мастерской художника, оно вытягивает и затягивает в это художественное пространство еще и зону перед картиной. Вот эту неизображенную, полусуществующую зону перед картиной, где мы можем сказать, что находится король и королева, но прежде всего там находимся мы. И таким образом, вот это первый шаг через зеркальное отражение введения зрителя в качестве действующего лица. Второй момент, который здесь присутствует, это многие герои, вот 4 из них вы видите сейчас, они представлены со взглядами, внимательно направленными на зрителя. Они удерживают зрительный контакт именно со смотрящим на картину. Они не ориентированы внутри пространства, а смотрят на нас. Вот это вообще повышенное внимание, оно характеризует эту сцену, в которой, казалось бы, вообще ничего не происходит. Есть такая популяризированная интерпретация, что инфанта Маргарита просто наблюдает за тем, как художник выполняет портрет ее родителей. Но тогда почему, собственно, переворачивается ситуация, и, собственно, инфанта Маргарита оказывается в центре нашего внимания? А вот это то, что здесь что-то происходит, на что нужно обратить внимание, не спать. Смотрите, вот на переднем плане представлена большая такая собака. Я еще раз повторяю, вот на 3 метра картина, собака, значит, вот какая уж она есть, в такой полный свой рост и представлена. И вот один из таких слуг, он пинает эту собаку, ну так, чтобы она проснулась. Вот этот момент, который я сейчас сказала, что нужно не спать, особое внимание проявить, к тому, здесь что-то происходит. Вот, я еще раз обращаю ваше внимание, что в этом полумрачном пространстве светящимся центральным элементом является вот эта девочка, которая находится здесь в центре уже теперь зрительского и персонажного внимания. Ее фрейлины, менины, да, по-испански, они обращаются к ней, становясь на колени и делая реверанс. В руках на золотом подносе представлен сосуд. И посмотрите, вот что по сравнению с этим темным, убранные светильники в верхнем пространстве, вот я обращаю на эту деталь внимание, там было место для ламп, но он специально не писал лампы, чтобы показать, что единственным световым носителем в этом пространстве является Маргарита. Она находится строго по центральной оси. И вот этот вот момент сосуда, находящегося, вот подносящегося ей, он еще развивается в композиционной схеме. Вот вся вот эта вот темнота сверху, все сходится в этом пространстве, а зона снизу поднимается не только по этим композиционным линиям, которые я вам показываю, но еще и посмотрите, какой сделан эффект. Эффект парения. Не изображены ноги у инфанты Маргариты. И вот этот момент своеобразного такого вознесения в момент причастия представлено здесь. Вот композиционная схема, которая в целом позволяет показать, как именно на этой инфанте Маргарите держится сакральное событие, представленное здесь. Главная сцена, бытовое пространство, вот это сюжет жизни двора, оно превращается в сакральную сцену раскрытия наследницы престола, собственно, единственной на тот момент, единственного ребенка, единственной дочери короля Испании, как такого сакрального звена, как оси, держащей на себе не только эту семью, но и вообще весь человеческий мир. И чудо превращения вот в эту героиню сакрального смысла мы наблюдаем.
И вот я хочу обратить ваше внимание на такое соединение двух знаков. Это вот светящееся лицо инфанты Маргариты и вот эта вот дверь на дальнем плане, дверь как лестница. Она, видите, разворачивается к этой двери лестницы, и это, собственно, вот этот момент подъема, полета, который я до этого показала в нижней части фигуры, он еще и продолжается вот в верхней части, то есть такому своеобразному подъему на это священное действие направлено художественное пространство. Таким образом, завершая, я хочу сказать, что художественное пространство, оно обладает вот какими характеристиками. Оно, во-первых, анимационно. Что это значит? Там одушевляются персонажи только благодаря зрительскому участию. Происходит соединение реальности, действительности и бытия, выпадение из обычности в пространство жизни сверхчувственных сущностей. И происходит место встречи с чудом. Вот именно к этому очень многие художественные произведения стремятся увести человека в качестве своего зрителя. Я благодарю вас за внимание.